12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Ну теперь, папенька, я решительно скажу. И маменька тоже. Как хотите, решительно скажу. Что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу. Вот и все. Ну вот воин еще. Глупость-то оставь, учиться бы. Это не глупости, папенька. А Полянский Федя моложе меня и тоже едет. А главное, все равно я ничему не могу теперь учиться. Когда Отечество в опасности. Петя, я тебе говорю, замолчи. А я вам говорю, вот и Петр Кириллович скажет. Я говорю, вздор. Еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет. Ну, я тебе говорю. Владыка Господи, прими оружие и щит, и восстань в помощь нашу. Да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, и ангел Твой сильный да будет погоняя их. Порази враги наши и сокруши их вскоре. Кутузов, который в своем неприятности ничего не делал для государя. Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов? Я уж не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого? Ну, просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он ничего не видит. В жмурки играть. Войска наши так дерутся, как никогда, но судьба армии Отечества в руках хорошего министра, но плохого полководца. Барклай медлителен, вся армия бронит его насмерть. Французы витебские. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там. Что вы об этом думаете, князь? Я? Я? Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам. Ха-ха-ха! Театр войны! Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель. При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Но, князь, в письме говорится о Витебске. А в письме... Да. Да,
Он пишет, французы разбиты. При какой это реке? Князь ничего про это не пишет. Да-да, ну, Михаил Иванович, пойдем. Расскажи, как ты это хочешь переделать. Везде ему казалось нехорошо. Но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Не так, не так. Нет спокоя. Проклятый. Да-да, еще что-то важное было, очень что-то важное. Я приберег себя на ночь в постели. Задвижки. Нет, про это сказал. Нет, нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Тишка, об чем за обедом говорили? Об князе Михаиле. Молчи, молчи. Да знаю. Письмо князя Андрея. Французы в Витебске. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там. Тише!
Не надо. Конечно, боится. Душа болит. Все мысли о тебе мысли. И я тебя звал всю ночь. Если бы я знала, я боялась уйти. Не спала ты. Нет, не спала. Души. Зачем не пришла? Спасибо тебе, дочь, дружок, за все, за все. Прости. Спасибо. Прости. Спасибо. Позовите Андрюшу. Я от него получила письмо. Где же он? В армии, батюшка, в Смоленске. Да, погибла Россия. Погубили.
хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие. И прекрасно. Я нынче так счастлив. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Как же, я прислал приказ. Но я вам не хочу мешать. Что это дурно, что я пою? Нет. Отчего же, напротив? Но отчего вы меня спрашиваете? Я сама не знаю, но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали. Я видела в том же приказе, он, Болконский, он опять служит. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня слова, чувства? Как вы думаете? Как вы думаете? Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был Да на вы! его месте. Вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю, человек. И не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мной. Потому что... Да, я забыл. Мне непременно надо домой. А чего вы уезжаете? От чего? От того, что... Нет, просто у меня дела. От чего? От чего? Нет. Скажите. Ну, вы знаете великую новость. Кутузов фельдмаршал. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад, наконец. Вот это человек. Но говорят, он слеп, князь. Да, он достаточно видит, поверьте. Это умнейший человек, князь Кутузов. Я его давно знаю. Едет! Нам едет! И с такими молодцами все отступать и отступать. Здравствуй, князь. Здравствуй, голубчик. Пойдем, пойдем. Я вызвал тебя, чтобы оставить при себе. Благодарю вашу светлость, но я боюсь, что не гожусь больше для штабов. А главное, я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк.
Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте. Жалею. Ты бы мне нужен был. Но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню. Помню. Со знаменем помню. Ох, советчики. Советчиков всегда много, а людей нет. Все поскорее, а скорое надолго выходит. Взять крепость нетрудно. Трудно компанию выиграть. А для этого нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я терпение и время. И взял крепостей больше, чем Каменской. И лошадиное мясо турок есть заставил. Дай срок. И французы тоже будут. Верь моему слову. Будут у меня лошадиное мясо есть. Однако должен же будет принять сражение. Должно будет, если все этого захотят. Нечего делать. Ну, прощай, дружок. Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. Помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю. И что я тебе не светлейший, не князь, не главнокомандующий, а я тебе отец. Что ж, землячок, тут положат нас, что ли, али до Москвы? Щегольцы. Нынче не то, что солдат, а мужичков видал. Мужичков и тех гонят. Нынче не разбирают. Всем народом навалиться хотят. Одно слово. Москва. Один конец сделать хотят. Ну...
Ваше сиятельство, вы как тут? Да вот, хотелось посмотреть. Да, будет что посмотреть. Это ужасно. Это вчерашний граф. Вчера допоздна на Шевардинском редуте дрались. Большие потери, и Шевардинский курган ему отдали. Я хочу проситься. Я тоже намерен участвовать в сражении. Я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? Позиция? Это уж не по моей части. Проедь Татарину, там что-то много копают. Там на курган войдете, оттуда видно. И видно оттуда. Ежели бы вы... Я бы вас проводил, но ей-богу, вот, скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как, вы знаете, граф, завтра сражение. На 100 тысяч войском малым числом 20 тысяч раненых считать надо. А у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 тысяч нет. Он, 10 тысяч телег есть. Ведь нужно и другое, как хочешь, так и делай. Шляпка. Что это? Француза пугать будет. Вроде доктор. Чувство потребности жертвы и страдания и сознание общего несчастья неотразимо привлекали Пьера к предстоящему сражению. Позвольте спросить, это какая деревня впереди? Бородино или как? Бородино. Там наши? Да, а вон подальше и французы. Вон они, вон видны. Где, где? Простым глазом видно. А там? Это наши. Ах, наши. А там? Это опять он. Вчера было наше, теперь его. А вы кто же? Не из докторов? Нет, я так. Несут. Матушку несут. Заступницу. Иверскую, Смоленскую матушку.
знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал. И возможность смерти с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему. Отечество, погибель Москвы, а завтра меня убьют. Для чего же испытание, когда меня уже нет и не будет? Меня нет. Так кому же это испытание? Сложатся новые условия жизни, и я не буду знать про них, и меня не будет. Никогда больше не будет. Никогда больше не будет. Ваше сиятельство, левый фланг 2-го батальона передвинут ближе к деревне Семеновской. В ротах выставлены караулы. Я понял. Кто там? А, вот как. Какими судьбами? Вот не ждал. Я приехал. Так, знаете, приехал. Мне интересно. Я хотел видеть сражение. Ну, что Москва? Что мы, они приехали наконец в Москву? Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную. Мне удалось объездить наше расположение войск. Как не военный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение. Мне кажется, что наша позиция, мне так кажется, что левый фланг слаб, правый фланг растянут. Так ты понял все расположение войск? Да. То есть как? Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа. Уж меньше всего от позиции. От чего же? От того чувства, которое есть во мне, в нем, в каждом солдате. Отчего мы под Устралицем проиграли сражение? Позиция? Все это вздор, ничего этого нет. А мне зачем там было драться? Поскорее хотелось уйти с поля сражения. Что нам предстоит завтра? Для меня на завтра вот что. 100-тысячные русская и 100-тысячные французские войска сошлись драться. Факт в том, что эти 200 тысяч дерутся. И кто будет злее драться и себя меньше жалеть, тот победит. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение. Вот ваше сиятельство, правда. Правда истинная. Что себя теперь жалеть? Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить. Не такой день, говорят. Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug preisgeben. Oh ja, da der Zweck ist, nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privatpersonen in Achtung nehmen. Oh ja. Да, им Раум Ферлеген. Перенести в пространство. В пространстве-то у меня остался отец и сын и сестра в Лысых горах. Ему это все равно. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить. Славные учители. Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? Да,
Да, одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, я не брал бы пленных. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву. Оскорбили, оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Грабят чужие дома, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны, о великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это, не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом. Откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга. Перебьют, перекалечат десятки тысяч людей. А потом будут служить благодарственные молебны за то, что побито много людей, число которых еще прибавляют, и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Тому, кто больше убил народа, дают большую награду. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя. Последнее время мне стало тяжело жить. Ну да ненадолго. Однако ты спишь, и мне пора, поезжай. О, нет. Поезжай, поезжай, перед сражением надо выспаться. Прощай. Ступай! Увидимся или нет? Я знаю, что это наше последнее свидание. Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой.
спросить с дороги? Здесь нельзя. И как это вы не боитесь, барин, право? А ты разве боишься? А то как же, ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться. Наше дело солдатское, а вот барин так удивительно. По местам! Браво! Браво! Что русские стоят на месте, Ваше Величество. Им, значит, еще хочется. Дайте им еще. Семен! Пехотным! Что, знакомая? Еще на линии правее! Огонь! Раз! Еще разок! 4 и 5! По пехоте с картечью! Заряжай! Жай! Нашему батьку чуть шляпку не сбило. Нескладная. Ну вы, лисицы, а не вкусна каша? То якое? Малое. Sire, les Russes seront anéantis si vous donnez encore une division. C'est plein d'ardeur, Belia. Il est facile de se tromper dans le feu du combat. Allez-y, ouais. Vous gagnerez après.
Passe voudrait. Le discours. Il faut lui donner des réserves, mais qui envoyer? Sire, envoyez-lui la division de Claparède. Non, je ne peux pas envoyer Claparède. Envoyez la division de Friant. Oserais-je proposer à votre majesté de déjeuner? J'espère que je peux déjà féliciter votre... Осмелюсь предложить, Ваше Величество, позавтракать. Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить Ваше Величество с победой. Allez-vous-en! Десятый! Заряд! Господин полковник, зарядов имеется только 8. Прикажете ли продолжать огонь? Картечь! Князь Багратион ранен, Ваша Светлость. Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как. Ваша Светлость. Полк князя Андрея был в резервах. Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял уже третью часть своих людей. Прикажите посадить людей. Слушаюсь. Первый батальон, садись!
больше нет. Разбойники! Что делают? Беги к резервам, приводи ящики! Я пойду. Господин адъютант, прикажите, чтобы не толпились! Берегись! Господин полковник! Ложись! Неужели это смерть? Я не могу. Я не хочу умереть. Я люблю жизнь! Люблю эту траву, землю, воздух!
Zlatov et Uvarov. Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем, потому что войск нет. Они бегут. Нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве. Как вы смеете? Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы, милостивый государь, плохо видели, то не надо говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Неприятель побежден! Завтра погоним его из нашей священной земли русской. Герой! Ваша светлость! Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать более. Кайсаров, садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем. Неси. Вечер и на другой день стали одно за другим приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии. И новое сражение оказалось физически невозможным.
Зачем он здесь? И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжелее всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. Но и никогда до конца жизни своей не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того, чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра, и всего человеческого. Довольно, довольно, люди. Перестаньте, опомнитесь. Что вы делаете? Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше. Но какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей.
Победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.